Итак, у вас стресс. Вы хотите знать, что делать. Вот очень важная информация. Обязательно посмотрите видео до конца, потому что я покажу очень мощный набор техник для борьбы со стрессом. Технику акупрессуры, которую я разработал, и она отлично работает. Первое. Минеральная ванна для релаксации. Вот как ее сделать. Взять четверть стакана розовой гималайской соли, четверть стакана английской соли или соли Эпсом. Это сульфат магния. Треть стакана яблочного уксуса. И 15 капель эвкалиптового масла. Высыпаете это в ванну. Комбинация горячей воды с этими солями, сульфатом магния и яблочным уксусом, все вместе это существенно усилит релаксацию. Один лишь запах эвкалипта успокоит нервную систему. Магний хорошо снижает стресс надпочечников и способствует хорошему ночному сну. Эти 70 с лишним элементов, я говорю и про макро, и про микроэлементы, окажут целебное, успокаивающее действие на организм. И вы заметите, что ваша кожа станет совершенно удивительной после такой ванны. Уверен, вам понравится эта комбинация. Следующее, что надо делать, это подолгу гулять, минимум 45 минут. Выберитесь на природу, если вы не на карантине и можете выходить из дома. Но в идеале надо выбираться туда, где много свежего воздуха и просторно. Это очень-очень важно. Далее, 20 минут в день проводить под солнцем, если погода солнечная. Это солнце в комбинации с витамином D поможет перезарядить надпочечники. И верите или нет, оно поможет вам лучше спать. Не говоря уже о том, что витамин D, производимый на солнце, крайне важен для иммунитета, для снижения воспалений. Он также полезен для надпочечников. Следующее. Не смотрите новости. Это постоянный источник негатива, а вам он сейчас совсем не нужен. Уровень стресса надо удерживать как можно ниже. Лично я трачу 10 минут утром и 10 минут вечером на растяжку. Это необходимо для хорошего сна. Следующий момент, и, думаю, самый важный — акупрессура. Я сейчас покажу, как это делать, и поверьте, даже если вы не поклонник акупрессуры или считаете ее каким-то шаманством, это не так. Она очень эффективна. Я покажу вам техники, просто попробуйте и убедитесь сами. Первое, что вам нужно, покажите это видео кому-то, например, другу или члену семьи. Скорее, члену семьи, ведь вы, вероятно, сейчас на карантине. И вы можете делать это друг другу. Надо просто взять руку вот так. Взять средний палец, это не фак, и большой, и нажать. Нужно поддерживать лоб, чтобы голова не уходила вперед. И прямо в основании черепа этими двумя пальцами давите внутрь и держите вот так. Понятно? Убедитесь, что сила нажатия слева и справа одинаковая. И просто мягко нажмите и держите. Голова должна быть в обычном положении, не наклонена ни назад, ни вперед. Просто держите так. Бережно, секунд 30. Таким способом вы значительно снизите напряжение верхней части шеи. Затем спуститесь на пару сантиметров и надавите там. И можно еще чуть-чуть вот сюда. Итак, мы спускаемся вдоль шеи и пытаемся найти зоны напряжения и держим там подольше. Просто надавливаем и держим. Поначалу вам, возможно, будет трудно это делать, так как здесь нужна сильная рука. Я это проделал уже с 40 тысячами человек, и у меня руки уже сильные. Я могу так хоть весь день. Но вам может понадобиться перерыв, или даже обзаведитесь моим массажером, который повторяет форму моей руки. С ним вы сможете делать это лежа на диване. Нужно просто нажать здесь и держать, нажать и держать. Нажмите вот здесь и просто держите 30 секунд. И человек почувствует большое расслабление, после чего попросите его сделать вам так же. Перейдем к следующему. На следующем этапе мы будем растягивать середину спины вот здесь. Сначала возьмите большие пальцы, то есть согните указательный палец вот так и большой палец. Держите здесь и оттяните голову назад, так далеко, как сможете. Откиньте голову до конца. Давай. Вот так. Вперед.
до конца вперед, затем назад. Когда он выгибает шею назад, я берусь другой рукой. За ключицу тяну назад и растягиваю. То есть я здесь давлю вперед, а он вытягивается назад. Перемещаюсь ниже на пару сантиметров и повторяем. Тянись, тянись, тянись назад. Я даю ему самому прогибаться над опорой, которую представляет моя рука. Я смещаюсь чуть ниже, давай назад. Тянись, тянись, подержим так секунду. Вперед. Идем ниже, повторяем снова, тянись, тянись назад. До конца, вот так, и вперед. Затем снова назад, тянемся, тянемся. Вперед. Ниже, тянись. Ладно, хорошо, ниже уже не надо. Для чего это нужно? Это растянет середину спины. А в этой области проходят нервы. Там располагается симпатическая нервная система. Та, что «бей или беги». Человек придет в такое спокойное, расслабленное состояние, что ему захочется вздремнуть. Итак, первая техника — это шея. Вторая — вот здесь. А последней будет простая растяжка. Кладете руку большим пальцем прямо под основание черепа с левой стороны. Это затылочный выступ. Другую руку кладете сюда, приподнимаете и вытягиваете вперед. Тянете вот так. Аккуратно приподнимаете и вытягиваете вперед. Делаете так 3 раза с этой стороны. Затем переходите к правой стороне. Поднимаете и вперед. Поднимаете и наклоняете. Стараемся как будто оттянуть голову от шеи, и скажу вам, очень у многих людей здесь сильно напряжено. Начнете растягивать эту зону, они испытают такое расслабление, что захотят вздремнуть. Хорошо. Вот тот самый массажер, который я разработал. Он имитирует мою руку. Им можно пользоваться и самостоятельно. Это если у вас нет кого-то, кто провел бы вам эту процедуру. Собственно, я разработал его для себя. У меня есть более подробное видео об акупрессуре. Если вы не видели мой вебинар про стресс, обязательно посмотрите. Вот ссылка.